Всем привет! Сегодня у меня будет видео, какого еще не было на канале. Это испытание временем вязаных изделий. Я выбрала несколько изделий, которые чаще других были в носке, и покажу, как они изменились со временем или не изменились. К сожалению, не все этикетки пряжи сохранились, поэтому я буду вставлять фото той пряжи, от которой этикетки не сохранились. А цвет пряжи, которую я вязала, и характеристики этой пряжи я себе выписала и буду в видео их озвучивать. Итак, давайте начнем. Начну я с изделия, которое пострадало больше всего, больше других. Так, к сожалению, цвет меняется, но сделать ничего не могу. Это мужской джемпер с застежкой поло, и на этот джемпер есть мастер-класс у меня на канале. Связан он из пряжи Alize Lana Gold классическая. Это цвет 203. На самом деле красивый джинсовый цвет. Но сейчас я буду убирать и кусочек покажу. Значит, здесь в 100 граммах 240 метров, и состав этой пряжи 51% акрил, 49% шерсть. Я вязала этот джемпер в октябре 2018 года. Очень активно он носился, и сейчас уже можно сделать какие-то выводы. Выводы следующие. В общем-то, пряжа неплохая, очень теплая, но, конечно, со временем она скатывается. Периодически я этот джемпер обрабатываю машинкой для удаления катышек. Сейчас он уже опять готов к тому, чтобы его чистить. И вот я буду показывать. Вот такие катышки появляются. Ну, сейчас даже еще не так сильно, но все равно видно. Появляются вот здесь очень хорошо видно. Здесь прям надо хорошо-хорошо почистить. Вот, видите? Большие-большие такие. Но есть и плюс. Чистится она очень хорошо машинкой. Ничего не происходит. Это, как правило, конечно, на рукавах происходит. Но в основном как-то вот больше... Кстати, вот здесь на рукавах и не сильно после последней чистки. Так, по самому-самому краю. Вот. А по лицевой стороне я каких-то таких сильных и не вижу, да? Вот. Даже вот здесь где-то ничего нет. Но я говорю, что я его чистила уже дважды за этот период. Но это, наверное, не так много. На горловине тоже пока еще не сильно. Вот немножко есть. Даже на внутренней части я бы не сказала, что сильно. Но, в общем, не критично. Учитывая то, что очень хорошо удаляются катышки, в принципе, эта пряжа имеет место быть. Можно из нее вязать вполне. Учитывая то, что она очень-очень теплая, себе я из этой пряжи не вяжу по той причине, что для меня она колется. А так, в общем, пряжа вяжется очень легко. Начинающим я как-то говорила в одном из видео, рекомендовала вязать, потому что из нее очень легко вязать этой пряжей. Вот на плечах я вижу немножко. Это потому что муж носит и под верхней одеждой. Все-таки это зимнее изделие. Ну, совсем немножко. Вот вы можете видеть. В основном почему-то сильнее именно по нижней части изделия и именно по внутреннему краю. Вот такие катышки. Этот джемпер я вязала на размер 52. Со временем он в размерах не изменился. Вот сразу, как я его постирала, петли расправились. Он немножко после стирки первой, из-за того, что петли расправились, видимо, чуть-чуть увеличился в размерах, но
все это время, вот сколько он его носит, больше он не меняется. Стираю я всегда изделия из этой пряжи в стиральной машине, и с ними ничего не происходит. Оно как-то вот первый раз после первой стирки фиксируется, и так оно и остается. По крайней мере, у меня так происходит. Единственное, что я заметила, слишком сильно рыхло. Эту пряжу вязать не нужно, тогда она все-таки со временем растягивается. Если изделие довольно тяжелое, например, то может растянуться. Это в этой пряже 49 здесь, да, процентов шерсти, а есть из этой же линейки пряжа Суперлана, которую я очень-очень сильно люблю, и вот из той пряжи я себе много что вяжу, и давайте сравним изделия, которые также долго носились и дольше даже, чем этот джемпер, как выглядят они. Так, я взяла, убираю, 3 изделия, которые чаще всего носятся. Так. Мужской джемпер. Такой простой. На этот джемпер нет мастер-класса, потому что вязала я его еще до того, как я открыла свой канал. Тоже ему уже несколько лет и тоже активно носится. В общем-то, именно этот джемпер, он хотя бы немножко пострадал. А вот мои жакеты, я ни разу их не чистила. Вот этот я один раз, по-моему, в прошлом году немножко по краю чистила. Но в этом году я еще ничего не делала. И, в общем-то, я бы не сказала, что здесь что-то критично. Немножко, конечно, есть какие-то катышки. Но здесь, в Суперлане, я, к сожалению, нашла остаток от этой пряжи, но он был без этикетки. И взяла другой, который был с этикеткой. Это был цвет... Так, цвет 73. Вот я себе выписала, нашла в палитре. 73-й это цвет. Значит, это, как я сказала, Alize Суперлана классическая. И здесь в 100 граммах 280 метров, а состав 75% акрил и 25% шерсть. За счет того, что здесь шерсти меньше, изделия из этой пряжи для меня не колючие и, естественно, и скатывается меньше. Также стираю все эти изделия в стиральной машине, тоже с ними ничего не происходит. В основном я вяжу плотными узорами, но эта пряжа подходит и для вязания какими-то ажурными узорами. Так, давайте по низу посмотрим. Вот хорошо бы надо, конечно, поработать с этим джемпером. Да, вот здесь есть. Вот здесь есть уже катышки. Но я говорю, что он 2 сезона уже проносил. Я, по-моему, весной прошлого года его обрабатывала. Сейчас, конечно, я это все положу и обработаю все это. Нетрудно, быстро. Здесь хорошо видно. Но опять же тоже по внутренней части. Если смотреть на лицевую сторону, то, в общем-то, ничего не меняется. Узор не становится каким-то слишком приплюснутым, никак тоже не растягивается изделие, не изменяется. По горловине тоже я бы не сказала, что слишком. Немножко есть какое-то, как сказать, пушок, но он именно по лицевой стороне, вот по самому полотну, никаких здесь катышек нет. И 2 еще одинаковых у меня получилось, практически одинаковых, тут немножко длина разная и ширина джемпера, ой, прошу прощения, жакетов. Один я вязала, вот этот, еще до того, как я открыла канал. Ему уже больше 3 лет, наверное, года 4. И когда я показывала его в своих, по-моему, готовых работ, не помню, в каком-то видео, меня попросили снять мастер-класс на такой жакет, и поэтому появился вот этот второй. И сейчас вот этот второй жакет, который я связала, он теперь у меня один из самых любимых, и этот сейчас меньше носится, этот очень часто. Я его все лето вот в прохладные времена проносила. У меня есть платье, в котором
есть точно такой цвет, и такое платье в стиле бохо, это не вязаное платье обычное. И вот с тем платьем вот этот жакет просто изумительно смотрится. Меня спрашивают часто, а с чем вы носите свои жакеты? Я ношу их, допустим, с юбками, и юбка-топ, и с платьями, с чем удобно. Также их можно носить и с брюками, кому с чем нравится. Здесь я вязала с пуговицами, а тот у меня я просто булавкой застегиваю. Давайте посмотрим этот. Так, цвет это был... Так, я себе не выписала. А, нет, выписала 02. Вот этот цвет 02. Тоже я не нашла этикетку. Этот жакет я не обрабатывала машинкой ни разу. И несмотря на то, что он очень часто носился, я его даже специально не рассматривала, особенно перед видео. Все изделия выбрала, просто которые подольше носятся. Вот, если посмотреть, ничего абсолютно критического нет. Хотя, как я сказала, очень-очень часто носила его. Это я сейчас смотрю с изнанки, потому что чаще всего бывают проблемы с изнанки. Это просто кончики ниточек, я их не всегда слишком до конца обрезаю, чтобы не было каких-то, хотя ничего не происходит, не знаю, это где-то на подсознании. Если смотреть с лицевой стороны, то даже никаких пушков нет. Очень много я носила и под верхнюю одежду. Сохраняется. Вот, не знаю, эта пряжа у меня, она, можно даже сказать, из всех с содержанием шерсти пряжи, она у меня в фаворитах, из всех. Из нее, вернее как, изделия из этой пряжи можно вязать любым узором. Красиво смотрятся и косы, и араны, и ажуры. Но в основном, конечно, больше мне нравятся какие-то вот косы и араны. Вот здесь смотрю немножко на плечах, если это будет видно. Может быть, мне как-то вот так увеличивать. Чуть-чуть, может быть, где-то есть какой-то пушок, но это, опять же, при каком-то детальном и близком рассмотрении. Если не присматриваться, а в общий вид изделия сохраняется очень-очень долго. Тоже, как я сказала, стираю в машинке, и ничего не происходит. Можно еще по нижней части посмотреть. Тоже ничего я не вижу. Так, как же так смотреть? Вот так. Есть легкий пушок. Не знаю, видно ли на камеру мне это видно. Вот так на темное. Но в катышке он не сворачивается. Тоже форму сохраняет идеально. И второй, который я теперь, можно сказать, заносила. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Давайте посмотрим. Тоже я не вижу никаких катышек. Хотя думала, что на этом будет. Просто распушается. Здесь даже не требуется какой-то обработки. Можно, конечно, немножко для порядку, но можно и не трогать. Потому что, в общем-то, вид вполне хороший, несмотря на то, что очень-очень много я его носила. Здесь можно смотреть вот под рукавами. На швах нет ничего. Тоже цвет не хочет камера правильно показывать. Цвет такой сложный, но очень интересный. Давайте можно по низу посмотреть. Нет, тоже ничего. Я не знаю, кто тоже, вот как я, любит эту пряжу. Расскажите, у вас тоже ничего не происходит с вашими изделиями? Все-таки я даже в горизонтальном положении их не сушу. Постирала в стиральной машине, как обычно, в вертикальном положении сушим, и ничего не происходит. Не вытягивается, ничего. Ставлю я отжим здесь смело 800 оборотов в машинке. Стираю на быстрой стирке. Что их там сильно застирывать? Если режим
ручная стирка, он время много занимает. А вот здесь немножко нашла один катышек. Это не страшно, он даже рукой легко удаляется. Вот, и стираю на быстрая стирка и 800 оборотов. И все отлично держится. С удовольствием всегда вяжу из этой пряжи. Вот так уберу, и цвет вот сейчас правильно показывает. Очень красивый, мне нравится. Так, этот цвет. Так. Тоже я не сохранила. Ну, у меня есть видео на канале. Можно там посмотреть. Так, или... А, нет. Я неправильно посмотрела. Этот цвет 73, мужской, который сейчас я показывала, 240. А я сказала тот 73. Написала, что коричневый. Этот же не коричневый. В общем, тот 240, этот 73, горчичный 02. Вот теперь правильно. Так, давайте пойдем дальше. Так, еще одно мужское изделие. Тоже есть на него мастер-класс. Это мужской кардиган. Тоже неправильный цвет. Вот такой. На пуговицах. Резинка, планка резинка и по нижней части резинка. Связан он из пряжи Альпака Роял. Ализе Альпака Роял. 100 граммов 250 метров. Цвет 203. 55% акрил, 30% альпака, 15% шерсть. Рекомендуют здесь спицы 4-5. Я вязала спицами 3,5. Для моей плотности этого было вполне достаточно. Я пробовала 4, но как-то мне показалось слишком рыхло. Вполне мягко получается и 3,5. Также я его стирала в стиральной машине. Я сначала попробовала постирать образец, все-таки побоялась поначалу, но теперь я знаю, что эту пряжу также можно стирать в стиральной машине. Вязала я этот кардиган в мае прошлого года. Это около года, но он тоже очень активно носился, поэтому я его сегодня и взяла. Здесь уже, конечно, появляются катышки. Весной его муж носил, летом носил. Не то, что появляются, а очень сильно появились. Но я этот кардиган еще ни разу не обрабатывала. И сейчас он тоже пойдет на обработку. Вот смотрите. Очень-очень большие, такие кругленькие катышки. По нижней части изделия полностью. Везде практически. Но это, я уверена, тоже очень легко очистится машинка. Я не люблю рвать руками их. Сейчас не буду это делать. Так, просто попробовать показать, что они отрываются легко. Но машинкой получается все аккуратненько. Не нужно тянуть это полотно, поэтому я обязательно обработаю все машинкой. И после обработки машинкой мне нравится, что изделие становится... Вон, видите, какие огромные. Что изделие становится как новое. И не поймешь, что оно было долго в носке. По самому полотну, по лицевой стороне, я бы не сказала, что оно как-то изменилось. На плечах можно посмотреть, потому что под верхнюю одежду он также муж носит. На плечах, кстати, никаких катышек я не вижу. На рукавах. На рукавах... Тоже здесь кончик нити. Вот так заправляю и оставляю. Можно, конечно, это все пообрезать. Здесь уже все давно запутано. На рукавах, кстати, не очень сильно. Каких-то больших я не вижу. Вот по нижней части изделия. Давайте посмотрим по лицевой стороне. В районе шва. Ну, тоже я не вижу. Таких каких-то сильных. Даже вот в жизни не так сильно на камеру смотрю, вроде как будто... Но это не катышки, это все пушистица. Вот такой пушочек. Очень приятная пряжа на ощупь, но вторая, вот которая альпака
твид. Она идет еще с вискозой, та еще более шелковистая. Хотя и это без вискозы, а тоже есть ощущение шелковистости. Здесь у меня планка вывязывалась отдельно, тоже отдельными деталями я его вязала. Есть мастер-класс, можно все подробности будет тоже посмотреть. Так что попробую, не попробую, а обработаю и думаю, что его еще можно вполне долго носить. Так, дальше. Так, еще один жакет. Это жакет «Океан», который уже очень многие знают, очень многие связали. Большое спасибо, что смотрите мои видео. Это единственное видео, единственный мастер-класс, который набрал более 1 миллиона просмотров. Такой он популярный получился. Тоже мне очень-очень он нравится. И здесь вот я сама удивляюсь, какие разные мнения об этой пряже. Я скажу свое мнение. Я не знаю, как так получилось. Кто-то говорит, что у меня еще при вязании, я видела где-то в комментариях, у меня еще при вязании уже появляются катышки. Я не знаю, я этот кардиган носила, связан он в декабре 2018 года, носила очень много, не под верхнюю одежду, потому что он очень толстый для того, чтобы его под верхнюю одежду носить. Ну, можно, конечно, но я не люблю такие толстые изделия под верхнюю одежду. Поэтому в основном это весна-осень, и даже когда бывают у нас заскоки с погодой, и прохладно летом какой-нибудь циклон залетит, надевала, помню, пару раз. Но у меня ничего не произошло. Я его изначально связала более коротким. Так, пряжа, кстати, пряжу я фото вставлю, у меня не сохранилась этикетка. Ярнард «Океан», цвет 118, называется он «Светлая бирюза». На него у меня ушло 520 граммов изначально, а потом я еще его в длину довязывала. Сначала я более короткий, там это можно посмотреть, кто не видел в мастер-классе, а потом я здесь распустила часть по нижней части, и чтобы не перевязывать, не вязать пряжей распущенной, я купила 2 новых мотка и провязала, чтобы он более длинный был. Мне почему-то показалось, что вот так мне будет интереснее его носить. И вот смотрите, вот эти 2 мотка, они довязаны, вот не помню, когда я в одном из видео показывала, но тоже уже давненько довязывала. А вот эти, естественно, мотки, потому что я какое-то время носила его более коротким, и только потом довязала, и также еще пуговицы поменяла. Другие сделала. Давайте посмотрим. Если по полотну смотреть, вы сами видите, ничего, никаких катышек. Также стирала в стиральной машине. По рукавам. Ну, вот здесь немножко я вижу, вот, тоже я дергать не буду, я все это машинкой буду обрабатывать. Но это уж совсем мелочи. Ничего критического с моим жакетом, а внутри, кстати, ничего нет. Вот в мужском наоборот внутри, а у меня снаружи. И в основном вот это место, которое трется, немножко есть. Но совсем уж, совсем такой цвет, что, наверное, не видно будет. Вот совсем немножко. Дальше здесь внутри тоже я ничего такого не вижу, чтобы скаталось. Даже сказать, что он сильно-сильно распушился, я тоже не сказала, потому что он сразу такой был. По воротнику тоже ничего такого нету. По вороту. Так, может быть, на нижней части что-нибудь найдем. Давайте поищем. Так. Вот. Тоже изнутри сначала смотрю. На краях. Чуть-чуть вот здесь распушилась. Но здесь тоже не образовалась катышка. Просто распушилась.
Нет, я не вижу здесь ничего криминального. Может быть, для меня специально отдельно какую-то пряжу сделали, но у меня ничего не скатывается. Я даже его как-то летом, в конце лета было холодно, я помню, что я его даже на дачу надевала. Ну, конечно, я в нем не работала на даче, но так ходила там, шашлыки жарила. Вот так. А по самому полотну вы видите, что ничего не скаталось, хотя его я ни разу не обрабатывала. Здесь 80% акрил, 20% всего шерсти, поэтому для меня эта пряжа абсолютно не колется, и она к телу очень приятная, и даже несмотря на то, что 20 всего процентов шерсти, очень теплый получается жакет. В 100 граммах здесь 180 метров, пряжа довольно толстая. Я вязала спицами 5,5 миллиметров, я крайне редко вяжу толстой пряжи, но вот есть некоторые исключения, и вот этот кардиган в том числе. Спрашивали тоже часто, не слишком ли толстая получается планка, так как у меня обе планки связаны косами, но он хорошо прижимается, не создает такой слишком какой-то плотности. Кроме того, он хорошо худеет, можно сказать, при стирке. Когда вяжешь, он более такой какой-то объемный, наверное, можно сказать, а после стирки он становится, все петли расправляются. Ну, петли они до стирки еще вполне ровно складываются, а после стирки он становится вот такой мягкий, приятный. Так что вот так выглядит мой океан с декабря 2018 года. Следующий джемпер. Джемпер фиалка, на который есть мастер-класс у меня на канале. И этот джемпер я носила под верхнюю одежду, поэтому здесь, может быть, мы что-то и найдем. Связан он у меня в ноябре 2019 года, насколько я помню. Так записала, ноябрь 2019 года. И пряжа, тоже этикетка у меня не сохранилась. Я вставлю эту пряжу из интернета. Это пехорка мериносовая, цвет 389. Называется светлая фиалка. Приятный, красивый цвет. Я вязала спицами 4 миллиметра, по-моему, там и рекомендуют 4 миллиметра. Состав у нее 50% акрил, 50% меринос. И эта пряжа тоже для меня не колючая. В 100 граммах здесь 200 метров, она тоже толстенькая такая. Там рекомендуют спицы, да, 4, вот я записала себе миллиметра. И я вязала спицами 4 миллиметра. Посмотрим. Тоже стираю я в машинке его. Так выглядят рукава. Есть пушистость, но катышек я не вижу. Немножко есть, как пушок такой. Так, горловина. По горловине тоже не вижу, чтобы что-то скаталось. Хотя вот его я тоже много носила. Может быть, что-то на нижней части найдем. Ну, тоже есть вот такие вот какие-то пушочки, небольшие совсем катышки. Я его тоже, кстати, сушу в вертикальном положении. И отжим ставлю тоже 800 оборотов. Ничего не происходит. Есть пушки, но катышек каких-то больших я не вижу. По лицевой стороне вообще ничего не скаталось. Можно спинку, как-то я все по передней части смотрю, вот по спинке можно смотреть. Здесь тоже и узор сохранился, и ничего. На плечах тоже ничего нет.
Так что, в общем-то, пряжа стоит недорого. Это пехорка, а вполне выглядит достойно. Дальше. Теперь я хочу показать жакет из пряжи Ярнард Диамант. Это, кто-то может сказать, что не зимнее изделие, я в основном летние я сегодня не брала, но я его ношу и сейчас зимой под верхнюю одежду. Как раз это очень-очень приятно, комфортно. Кто-то, я слышала, из блогеров говорил, что неприятный к телу. Я очень, скажу честно, удивилась. Для меня вот эта фактура очень приятная к телу. И здесь тоже абсолютно ничего не произошло. Связан он был в сентябре 2019 года и тоже активно носился. Так, пряжа же у меня есть, я не показываю. Вот остаток Ярнард Диамант. Так, вот здесь есть перевод. Ярнард Диамант. 80% вискоза, 20% полиэстер. В 100 граммах 280 метров. Цвет. А, здесь, кстати, нет, да. Я помню, что я покупала у нас в магазине, и здесь нет цвета. Не напечатан почему-то. Я смотрела на всех этикетках, его не было. Так, все, да, 100 граммов 280 метров. Вязала я спицами 3,5 миллиметра, и получается вот такое очень-очень приятное полотно. Этот жакет я пока в машинке еще ни разу не стирала. Вот все подумываю, все-таки пряжа осталась. Думаю, может быть, мне связать какой-то кусочек отдельно, потому что не могу я найти образец. Наверное, я его распустила, скорее всего. И попробовать постирать в машинке, потому что как-то вот не рискну. Очень мне нравится этот жакет, я его люблю надевать, и не рискну весь его сразу постирать в машинке. Наверное, нужно попробовать на образце. Свяжу какой-то образец и попробую, постираю. Может быть, я зря мучаюсь. Не то, что мучаюсь, но все-таки в машинке я люблю стирать больше, чем вручную. Пока я его стираю вручную и сушу в горизонтальном положении. Все-таки это 80% вискозы, я немножко побаиваюсь. У меня на этот жакет ушло, он средней длины, вот я не помню сколько, в каком-то из видео я рассказывала, показывала длиной. Ушло 500 граммов на него, он довольно тяжелый. И вот эта тяжесть этого полотна мне очень нравится. И здесь никаких катышек, ничего не образовалось. Здесь, конечно, и шерсти нет, но у нас очень много пряжи, которая и без шерсти очень хорошо скатывается. Потому что зачастую скатывается не только шерсть, но и те добавки, акрил и другие, которые добавляют к шерсти. Здесь нет никаких катышек, я даже не буду. Вот опять нитку. Здесь вообще большую оставила, надо будет обрезать. Вот. Также на поворотнику нигде ничего. Неправильно тоже цвет вот такой золотистый, шоколадно-коричневый с золотистым люрексом. И люрекс, он не просто золотой, вот здесь, может быть, видно, он слегка с розовинкой такой. Но цвет я вам сказать не могу, потому что он не написан. И, к сожалению, эту пряжу, насколько я знаю, сняли с производства. Так бы я с удовольствием бы еще из нее вязала бы и вязала. Если у кого-то есть возможность купить еще в магазинах, в остатках где-то можно найти, то попробуйте, очень приятно. Такое полотно приятное, и вязать мне понравилось из этой пряжи. В общем, этой пряжей я довольна. Так, еще одно пушистое изделие. Также я уже его показывала в видео. Связан он ровно год назад, в январе 2020 года. Также у меня не осталось этикетки, я вставлю фото. Этой пряжи. Это ангора кролик от Color City. Получала я из мира вышивки. Очень много пряжи, которую я показывала сейчас, это была мне предоставлена миром вышивки. И также под видео вы сможете увидеть ссылку на
этот магазин, и промокод 10% на ваш первый заказ. Под видео проходите, если кому-то нужно, пожалуйста, проходите, смотрите. Пряжи там очень много. Значит, ангора кролик Color City, цвет 2939. Здесь 60% акрил, 40% кролик. В 100 граммах 500 метров. Я вязала в 2 нити, чтобы получилось такое толстое изделие. Здесь такая полулодочка, так как я укороченными рядами здесь вязала углубление по горловине, по спинке не вязала, а по передней части углубление по горловине вязала. И здесь также большие скосы. Хорошо сидит изделие, комфортно. И оно очень-очень теплое. Это в самые сильные морозы, конечно, очень хорошо помогает. Носила тоже, не скажу, что прям очень-очень часто, но ни 1, ни 2, ни 3 раза надевала, поэтому уже можно что-то, тем более, что надевала под верхнюю одежду, и можно уже сделать какой-то вывод. Здесь разный цвет, но этот цвет один, поэтому я назвала только один номер, 2939. Разница в том, что вот этот я купила, более темный, не купила, я получила его из Мира вышивки на несколько месяцев раньше. Потом, когда я его вязала, я поняла, что мне не хватит пряжи, и я решила дозаказать в очередной раз, когда мне предложено было выбрать посылку. Заказала этот же цвет, но мне пришел вот такой цвет. Он называется вообще в палитре этот цвет, как же он, сиреневый меланж, что-то такое. Как-то он так назывался. И цвет точно такой же. А получилось вот так. Ну, я решила, что все-таки я как-то обыграю, добавила вверху, сделала резинку по нижней части этого другого цвета и по рукавам. И, в общем-то, так и вышло из положения. Здесь узор тоже остался в целости и сохранности, ничего не расползлось, очень мягкий и теплый. Посмотрим по катышкам. Есть сильный пушок, вот если так поближе. Вот так сложу. Но катышек каких-то крупных, как сейчас я показывала Lana Gold или Alpaca Royal, таких я здесь не вижу. Есть вот немножко, вот такие вот, но не сильно. Вот здесь немножко даже есть как подкатано, но еще не образовалась в катышке. В общем-то, тоже неплохая. Есть, да, здесь все-таки есть. Вот я вижу, здесь немножко есть, но такие катышки, естественно, легко уберутся машинкой. Немножко есть. Но, опять же, это по внутренней части. По лицевой стороне ничего такого я не вижу. Вот так, если близко смотреть. По плечам. Часто, когда под верхней одеждой носим, то обычно на плечах вот здесь тоже ничего такого не вижу. Немножко, конечно, распушился он не был настолько прям пушистый, но когда несколько раз изделие стираешь, то, естественно, оно распушается, если в нем есть шерсть. А здесь есть кролик, он само по себе, я не знаю, кролик там не кролик, но пишут, что кролик. Сама по себе пряжа, она должна быть немножко пушистой. В общем, тоже вполне достойная, на мой взгляд, пряжа. Еще хочу вам показать палантин, который также я вязала так больше года назад. Это получается так. В итогах октября 2019 года я показывала. Это даже намного больше. И почему я именно его показываю? Потому что этот палантин также был в активной носке. Это пряжа. Я получала ее из магазина Пряжа Су. Также ссылка есть под видео. И промокод есть 5% на ваш любой заказ. Тоже проходите, смотрите. Огромный выбор пряжи. Это пряжа Angora Fine от Siam.
Цвет 0,8. Здесь 50% мохер, 50% нейлон. 50-граммовые моточки и 50 граммах 300 метров. Довольно тоненькая пряжа, очень тоненькая. Я вязала в одну нить, и вот такое воздушное полотно получается. Ничего не добавляла. Я знаю, что не очень слышала отзывы, когда ее в подмот берут, эту пряжу, говорят, что не очень хорошо получается. Здесь есть вот такие пушки длинные, которых сразу таких длинных и не было, они появились, но в катышке они не сворачиваются. Наверное, такое надо показывать на темном. Светлом не видно. Я-то вижу. Вот. Вот такие вот. Но это даже, я бы не сказала, что минус. Оно наоборот красиво смотрится. Тоже вполне достойная пряжа. Можно для палантинов, мне кажется. Хотя не только для палантинов. У меня там лежит еще однотонная пряжа. 4 мотка. Так как у нее расход, в общем-то, хороший. Все-таки, если брать 100 граммов, это 600 метров. Может быть, там на какую-нибудь мне себе легкую кофточку связать. Джемперок какой-нибудь. Ну, подумаю, очень нравится мне. Но немножко, если на тело, все-таки в какой-то момент бывает чувствуется колкость. Не сказать, что прям колючая, но все-таки это, если близко-близко к шее, то бывает немножко заколет, но не сильно. Хорошая тоже пряжа, мне очень понравилась. И сейчас я хочу вам показать еще несколько изделий уже без содержания шерсти. Это акрил. Как себя они показали, так как все говорят, акрил это фу, но я считаю, что хороший акрил не всегда плохо, а даже очень хорошо, особенно для тех, кому шерсть колется. Так, это Alize Best Classic. Тоже у меня этикетки не осталось, я вставлю фото. Цвет это 348, в 100 граммах здесь 240 метров, и это 100% акрил. Вязала спицами 3,5 миллиметра, получается тоже вполне хорошо. Можно и 4, но все-таки это вязалось как для утепления, поэтому слишком я не стала рыхло вязать. Вот такой жилет тоже, многие его уже вязали, есть мастер-класс на канале, вяжется просто, и узор интересный. Можно, кстати, спрашивали, а можно ли такую безрукавку вязать, как женскую? Конечно, можно. Это вообще такое универсальное изделие, которое, изменив цвет, можно изменить для мужчины или для женщины. Тем более это классический вариант, здесь ничего такого нет. Если связать в каком-то розовом или сиреневом цвете, ну явно это будет женский смотреться. Пряжа, конечно, мне тоже это нравится, но она скатывается. Да, тут уже ничего не скажешь. Вот, сильнейшие катышки, но машинкой она тоже чистится. Я один раз уже обрабатывала, и теперь сейчас буду еще 2 раз это все обрабатывать, так как муж любит носить этот жилет под верхнюю одежду, куда-то быстро выскочить, чтобы какие-то большие изделия на себя не надевать. Ну и, в общем, говорит, комфортно и на рубашку, и на футболку, на батник. Нравится ему, и он с удовольствием носит его. Посмотрим по воротнику. На воротнике не слишком-то по горловине. По боковым тоже ничего. Вот опять же в основном нижняя часть изделия. Но это все хорошо обработается и вполне можно носить. Мягкая, хорошая. Мне нравится и Baby Best, и Best Classic.
А катышки, конечно, образуются, но можно будет убрать. И все-таки акрил акрилу рознь, поэтому сейчас покажу еще другие изделия из акрила, как они себя ведут. Вот этот жакет я показывала уже не раз в своих видео. Был связан много лет назад. И активно очень носился, потому что очень он мне нравился. И до сих пор нравится. И сейчас я показывала как-то в одном из видео, что мне удалось купить остатки этой пряжи у нас в магазине. И я сейчас довязываю платье из этой пряжи. Поперечным вязанием я вам все расскажу, покажу, сниму обзор на это платье. Оно вяжется просто, но думаю, что получится все неплохо. Пряжа мне очень нравится и также комфортно для моей кожи, поэтому я очень часто его носила, но ни разу я его не обрабатывала, и здесь нет никаких катышек. Пряжа. Это пряжа Yarnard Gold Melange. В 100 граммах 400 метров. И здесь 92% акрил, 8% металлик. То есть вот акрил и так себя хорошо ведет. Я не помню даже, вот я пыталась вспомнить, в каком году я его связала. Может быть, лет 6-7 назад, я не помню. И очень-очень много носила и под верхнюю одежду, и на платье. И здесь нет совсем никаких катышек. Он никак не деформируется. Ничего не происходит. Стиральная машинка, быстрая стирка, 800 оборотов, вертикальная сушка. Все. Никаких проблем не доставляет. Я люблю вообще такие изделия, которые легко, как обычную одежду, постирал, развесил. Быстро сохнет, кстати, после 800 оборотов, естественно. И ничего не происходит. Здесь у меня широкие рукава, как я люблю. Так, я все, да, сказала здесь. Цвет 9505. Да, все остальное сказала. Так что скоро я вам покажу новое платье из такой пряжи. И еще два моих фаворита из акриловой пряжи, которая очень хорошо и долго носится. Это Дива и Дива Stretch. В данном случае это Дива простая, не стрейчевая. Я не отпаривала это изделие. У меня спрашивают часто, отпариваю ли я изделия из Дивы и Дивы Stretch. Если я вяжу платье из Дивы крючком вязала, то я его слегка отпаривала на расстоянии. Если я эту пряжу вяжу спицами, то я не отпариваю. Полотно получается вот такое, и даже оно держит резинку. И здесь тоже этому жакету уже тоже много лет. И в поезд я надевала, помню, ездила долго, 2 суток ехала, в ней лежала. И так носила летом на платье, потому что оно тоже комфортное очень. И тепло сохраняет, и не жарко. В общем, нравится мне эта микрофибра. Это, так, где у меня? Сейчас найду. Вот есть другой цвет. Этот 185 цвет розовенький. А это другой цвет, 291. Ализе Дива в 100 граммах 350 метров. 100% микрофибра акрил. Тоже очень хорошо себя пряжа ведет, очень долго носится. Многие, я знаю, что ее отпаривают специально, получая такой интересный эффект шелкового полотна. Это тоже вполне допустимо, но, конечно, такую пряжу нужно отпаривать на расстоянии, касаться не нужно. На расстоянии отпаривать и расправлять руками, вот так держать до остывания. И тогда оно очень... Кстати, при отпаривании полотно фиксируется очень сильно, и потом оно уже не подвергается растяжению. Это тоже хорошее качество этой пряжи. И также вот Дива Stretch. Это одно время я вообще очень много вязала из этой пряжи. Я взяла вот пару юбок, которые тоже активно носились. Но здесь даже не стоит как-то рассматривать или присматриваться. С этой пряжей совсем ничего не происходит. Такое впечатление, что я вчера ее связала. Хотя очень активно носила, особенно вот эту серую.
вот эту серую юбку. Вот абсолютно ничего. Здесь никаких вообще не образовывается никогда катышек. Ни разу я ее не чистила, ничего не делала. Также стираю в машинке. И люблю вязать эту пряжу и спицами, и крючком. Она тоненькая. Так, Alize Diva Stretch. Бордовый цвет 57. Так, а серый был цвет... Где-то я записала, сейчас посмотрим. Так, вязала вот эту серую в апреле 18-го, а цвет не записан. Ну, где-то в видео я говорила, в общем, там неважно, я думаю, что цвет вы сами себе подберете. Здесь 8% эластик и 92% микрофибра акрил. Тоже для тех, у кого кожа не может переносить шерстяные какие-то, то вот это выход хороший. Тоже хорошо. Что здесь прицепилось? Абсолютно не меняется. Ни в размерах, не скатывается. Эти юбки я вяжу на резинке. Может быть, где-то вот здесь вот можно попытаться посмотреть, слегка распушается. Но назвать это катышками я бы не стала называть это катышками. Вот видно, что полотно абсолютно не скатанное, не затертое. На топах тоже очень мне нравится, что очень хорошо форму сохраняет. Вот растягивается и стягивается. Здесь просто резинка 2 на 2. Вот такие топы я вяжу спицами 2,5, а юбки вязала спицами 2 миллиметра для плотности, для того, чтобы не слишком было расхлябано. И такое полотно, и такое вполне мне нравится. В любом случае, это под свою плотность можно подобрать спицы. 2-2,5 можно вязать. Можно и 3, конечно, если кто-то плотно вяжет. Но я говорю, это надо пробовать на образце. Вот тоже это одна из самых любимых пряж моих, из тех, в которых нету шерсти. Так, хотела сказать, все, еще, оказывается, у меня одна лежит. Сейчас еще одну кофточку покажу и закончу. Так, это мой жакет «Цветочная поляна». На него есть подробный мастер-класс. Я знаю, что многие уже его связали, присылали мне фото. Обязательно присылайте фото своих работ. Мне это очень приятно. И смотреть другим также интересно. Я думаю, что я сама такие видео всегда смотрю, люблю смотреть, как получаются по-разному, в разном цвете разные изделия. Здесь у меня, несмотря на то, что это, в общем-то, теплое изделие, жакет связан с коротким рукавом, так как у меня вот насколько хватило пряжи, так я и связала. Ну, в общем-то, это тоже вариант очень удобный для офиса, где не всегда хочется с длинным рукавом что-то, потому что в кабинетах, как правило, не очень-то холодно даже и зимой. Этикетка у меня не сохранилась, нет, да, этикетка от этого цвета не сохранилась, но есть такая же точно пряжа у меня вот в таком еще цвете. Этот жакет связан крючком, а эту пряжу я также получила из мира вышивки. Я хочу попробовать спицами повязать. Хотела в этом году, но что-то не сложилось, и не знаю, уже успею я, не успею. Все-таки это теплая. Ну, хотя на весну такая пряжа тоже подойдет. Это софит пряжа от Color City, называется софит. Здесь 45% шерсть и 55% шелк искусственный. Если интересно, этот цвет 111 кремовый написано, а этот розовый это 925. Так, здесь у нас сколько? В 100 граммах 380 метров. Она очень тонкая. И, кстати, эта пряжа похожа на бриллиант. Вита бриллиант. Похожа на... По составу она такая же шелковистая и по толщине тоже. Можно заменять, кто хотел связать, но не может найти такую пряжу, вполне можно бриллиантом заменить. Хотя бриллиант более колкая для меня, чем вот это. Так, вязала я его крючком 2,5. Получился довольно плотный.
вполне можно было взять и тройку, более, ну, не такой бы толстый получился. Ну и это вполне тоже мне нравится. Этот жакетик я тоже носила неоднократно. И, в общем-то, ничего. Тоже на черное буду ставить. Ничего с ним не происходит. Никаких катышек. Немножко распушилась, но она и поначалу была тоже немножко пушистая, но распушилась сильнее со временем, так как также я и под верхнюю одежду носила его. Так, можно на рукавах что-то посмотреть. Ну, в общем-то, нет. Тоже хорошо носится. Я не знаю, будет ли она растягиваться при вязании спицами, но крючком полотно очень-очень стабильное. Совсем ничего не происходит с ним. В размерах совсем не меняется. Здесь я такие пуговки пришила по низу, по нижней части. Вот так выглядит прямое. Тоже можно посмотреть мастер-класс. Есть у меня плейлист на канале. Называется МК вязаных изделий. Я сейчас практически под каждым видео оставляю ссылку на этот плейлист. И там нажмите на этот плейлист, кто хочет посмотреть, потому что очень часто спрашивают, а есть у вас такой-то МК, есть такой-то МК. Можно зайти на этот плейлист, и вы увидите только МК. Вот там именно все мастер-классы собраны именно в этом плейлисте. Вы на него нажмите, и вы увидите на превью, на картинке, всегда у меня есть то, о чем это видео. То есть вы сможете визуально уже увидеть и выбрать, что вам нравится, что не нравится, посмотреть. Ну, это были все изделия, которые я сегодня хотела показать. Я периодически планирую снимать такого рода видео по мере того, как будут носиться и другие изделия, как они будут себя показывать, так как я вяжу из разной пряжи и, конечно, по-разному пряжа себя ведет. На этом буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.